Сидите вы вечерком такие дома, смотрите киношечку, кушаете попкорн с чипсиками, чипсики заканчиваются, надо идти за новыми, а вы слышите шум какой-то в доме. Там что-то упало, что-то трещит, что-то где-то хрустит. А все потому, что в ваш дом забрались еноты. И вот кто здесь будет прав, а кто виноват, разберемся в той игре, которая у меня сегодня на столе. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня банда енотов, и вы не пугайтесь, что здесь на английском написано все на коробке. По-настоящему игра на русском языке, вернее на целой пачке языков, включая русский, и все компоненты тоже есть на русском языке. В этой игре один из игроков станет хозяином дома, а другие игроки станут такими вот веселыми енотами, целой бандой, которые будут пытаться найти всякие вкусняшки, включая прогорклую пиццу и огрызки яблока, которые для енотов тоже вкусняшки. А вы сами знаете, еноты, они те еще хулиганы, они могут залезть и в мусорный бак, и могут своими лапками с пальчиками открыть холодильник, и могут лазить по разным комнатам и вытащить оттуда все, при этом хулиганить будут ужасно. А сами они при этом не знают, что они хулиганят. Так вот, один из игроков станет владельцем дома, в который пробралась банда енотов. Каждый другой игрок станет одним из енотов. Зеленым, красным, желтым или синим. И это игра, в которой вам нужно будет предугадывать действия вашего оппонента. Потому что игрок, который играет за владельца дома, будет каждый ход отправляться сторожить одну из комнат. В другую комнату он отправит собаку, а вот енотики должны будут уже после этого решать, кто куда пойдет, в надежде схватить побольше вкусняшек или спасти своих уже схваченных друзей. Давайте потихонечку разбираться, как играть в банду енотов. Итак, игра по правилам максимально простая. Вы выкладываете 5 вот таких вот больших картонных карт, к ним подкладываете на своем языке текстики, это способности этих карт. Игрок за хозяина дома получает себе фигурку собаки, жетончик ловушки и 5 карт, которые соответствуют этим частям дома. Каждый енот получает разное количество енотов в зависимости от того, сколько игроков участвует в игре, и также по одному еноту отправляют вот сюда, вот на задний двор. Пачку жетонов положили сюда, и начинается игра. Игра начинается с того, что сначала хозяин дома посмотрит, куда отправится собака, собака отправится в первую комнату. Она может отправиться в первую, вторую, третью, четвертую или пятую, но если на кубике выпадает 6, то собака в этот раз спит, и еноты могут бесчинствовать в доме, как хотят. Ну, допустим, у нас собака вышла вот в третью комнату. Далее хозяин выбирает, куда пойдет ловушка. Ловушку нельзя класть в подвал, поэтому, например, он положит ее вот здесь около мусорного бака. И выбирает одну комнату, в которую пойдет сам. Конечно же, туда идти, где ловушка, нет никакого смысла, за одним исключением. Ловушка все-таки не всегда может сработать, и вы можете заманить енотов туда, потому что они подумают, что можно пойти и рискнуть ловушкой, а хозяина там нет. Хозяин дома выбирает одну из локаций, например, он выберет большую комнату, гостиную, зал, и не говорит об этом никому. Все остальные карточки откладывают обратно. После этого начинается черед енотов. Каждый енот имеет право отправить любое количество своих енотиков на любую из этих комнат. К собаке ходить нельзя, и ваша цель набрать, конечно же, как можно больше вкусняшек. Игра заканчивается в двух случаях. В первом случае, это если один конкретный енот получит 8 жетонов еды, а при этом передавать жетоны еды друг другу нельзя, потому что еноты, как и Джо, не делятся едой. А второй вариант, это когда хозяин дома отправил енотов одного конкретного игрока всех на задний двор, и одному игроку некем будет ходить. Так вот, для чего же еноты выбирают себе конкретную комнату и по какому принципу они это будут делать? А делают они это по способностям, которые есть в комнатах. Подвал — это такая опасная штука, в нем один вход, один выход, и енотам трудно из него сбегать. Поэтому если еноты отправятся сюда, например, двумя, то они потом будут бросать кубик и посмотрят. Если выпало от 1 до 4, енотики будут пойманы в том количестве, в котором на кубике выпало, и отправятся, например, при двойке вот сюда вот. Если же выпало 5 или 6, они получат себе по одному жетону еды за каждого енота, который они взяли. Это такое место, куда хозяин, наверное, будет редко наведываться, потому что в подвале темно и сыро, но при этом узнает, что еноты оттуда не выберутся. Второе место — это главная комната, гостиная. Там лежит хлопушка. Хлопушка — это полезная штука для енотов, потому что если хозяин обнаружит енотов, они могут сбросить хлопушку и сбежать. Третья комната — это самая вкусная комната, кухня. Там еноты могут залезть в холодильник, и если бы там не было собаки, а туда отправились бы, например, там аж 4 енота этого игрока, и там не оказалось бы хозяина, то они забрали бы столько жетонов еды, сколько пошло туда енотов. 4 — это достаточно много. Здесь, соответственно, енотики спасают своих друзей, а здесь они просто получают 2 жетона еды. И вот, допустим, у нас еноты распределились каким-то образом по комнатам, и вот это отправится сюда один. Все, все еноты распределены, хозяин вскрывает свою карту, и он говорит: я в гостиной. Начинаем отыгрывать комнаты. Эти еноты бросают кубик,
выпало 3 енот пропало, отправились сюда на задний двор. А здесь у нас сидит хозяин, и поэтому всех этих енотов он тоже отправляет вот сюда. Здесь собака, сюда никто не пошел. Здесь у нас один енот и никакого хозяина, никаких ловушек. Поэтому один енот сможет спасти аж 3 своих друзей, потому что на карточке у него находится 3 друга. И он попробует спасти 2 синеньких, потому что у синего что-то маловато енотов стало, и 1 зелененького. И желтый енот отправился в мусорный бак. Он также бросает кубик, потому что здесь лежит тут ловушки. И у него выпала 6, и поэтому ловушка не срабатывает, она отправляется обратно к хозяину, и он получит себе 2 жетончика еды. Желтый енот был самым удачливым енотом в этот раз, все остальные енотики, которые ходили, отправляются обратно. Таким образом проходит игра до тех пор, пока одна из сторон не выиграет. Один играет против всех. При этом с той стороны могут быть до 4 игроков, а может быть также и 1. И эта игра своего рода такая борьба умов. Хозяин дома каждый раз сидит и думает, смотрит на енотов, куда им было бы выгодно отправиться. Например, у одного енота там уже целых 5 жетонов, и ему было бы выгодно отправить много-много енотов на кухню. Но стоит ли отправить туда собаку? Или заблокировать ей какую-нибудь другую локацию, например, вот эту, чтобы он просто не взял 2 жетона, а самому отправиться на кухню, чтобы его ловить. Но он же будет знать, что я буду его ловить, и может быть он пойдет в подвал и рискнет одним своим енотом, чтобы взять одну еду тихонечко, а там потом посмотрим, разберемся. А может быть в это время он будет отвлекать хозяина от других енотов, которые сами нахватают еды. С другой стороны, все еноты будут думать так же. Они будут думать, ага, собаку отправили сюда, здесь и так опасно, а куда же отправился бы хозяин? Он прекрасно понимает, что зеленому игроку нужно было бы спасать своих енотиков. Может быть, он хочет отправиться туда и рискнуть тем, чтобы захватить еще больше зеленых енотов. А может быть, он нас ждет как раз на кухне, думая, что как бы ладно, отправимся спасать енотов одними, а другими игроками отправимся на кухню воровать еду и будет ждать нас там. И вот в этом заключается вся игра. Сидите, думаете, смотрите на оппонентов, думаете, что происходит. При этом очень интересно наблюдать за тем, как происходит процесс от игры с детьми конкретно. Когда вы, например, как взрослые играете хозяином дома, а они, дети, играют енотами. И получается, что сначала вы уже отходили, вы все сделали, вы не сможете поменять вот эту карточку, которую вы положили сюда. А они начинают обсуждать и думают о том, что вы подумали, что они подумают, что вы подумали. И между ними происходит достаточно много взаимодействия, каждый из них решает, в какую комнату пойдет, и каждый из них думает, кому лучше набрать еды, кому взять хлопушку и как что использовать. Так что если вам хочется веселую игру на борьбу умов, где можно перехитрять друг друга, блефовать и даже немножечко подначивать и сказать, ага, ну конечно, я бы не пошел на кухню и так далее, то вы можете попробовать банду енотов, тем более можно поиграть с детьми не самого младшего возраста только. А это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Википедия. Всем пока.